Я усердно тренировалась каждый день в течение недели, чтобы улучшить свои результаты и достойно выступить на предстоящих соревнованиях. И вот как это было. Ох, ребята, сколько же возни мне понадобится сделать за эти 7 дней, вы просто не представляете. Сначала расскажу о дисциплинах, в которых я буду участвовать. Итак, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, скьюб, пира и... Еще хочу кратко рассказать о каждой головоломке, которую я буду использовать на соревнованиях немного поподробнее, вдруг кому-то будет интересно. Итак, пира — это X-Men Bell первого поколения, она мне очень нравится, и собираю я ей, наверное, порядка 4 лет. Ночь какая одна вышла батареи, купила и с тех пор не меняла, меня в принципе сейчас устраивает, я собираю пиру где-то за 10. Кстати, попозже расскажу о тех результатах, к которым я буду стремиться на предстоящих соревнованиях. Дальше у меня идет 4 на 4, на нее есть обзор на канале. Это WinCube, не Балкор, просто обычная, на обычной крестовине. Магнитная, понятное дело, в общем, кайфовая четверка. Если кто-то собирается обновить свою четверку, то вот рекомендую WinCube. Дальше у меня идет 5 на 5, это Little Magic, очень старая пятера в моей коллекции, и она, наверное, вторая по счету, и вот на которой я собираю. В общем, я ее в будущем хочу обязательно поменять, потому что она меня прям вот не устраивает. Покупала я ее с целью, чтобы научиться собирать кубки 5 на 5. Сейчас, конечно же, результаты очень сильно улучшились с тех времен, и хочется уже, конечно же, обновиться. Пушка — это Valk 2, тоже очень старая в моей коллекции, но на самом деле на данный момент она очень хорошая, даже вот среди новинок. Но она меня не устраивает, потому что в ней очень стоят такие сильные магниты, она прям какая-то сильно упругая, я не знаю, как это выразить. Иногда она сковывает мои движения, поэтому она мне не нравится. Также у меня часто флипают уголки очень легко. Самая бедолажная дисциплина — это клок. У меня это клок от Sheng-Shou, самая, наверное, дешевая модель. Ну ладно, не самая, но одна из. Тоже не очень на самом деле, но для меня, для моих нынешних навыков, она в принципе окей. Впоследствии, конечно, когда я займусь этой дисциплиной немного более серьезно, я, естественно, ее поменяю. Скьюб у меня Циклон Бойс, это единственная из всех моих ВЦА головоломок, которую я покупала в бэушном уже формате. Она такая немного потрепанная, но в целом хорошая. Ну и трешка — это мой Вейлонг VRM V10, Балкор, UV, Магле, все, что надо. Самая навороченная версия из всех четырех. Тоже обзор есть на канале, опыт эксплуатации есть на канале. В общем, я про нее все разжевала подробно в своих других роликах, поэтому, если что, можете посмотреть. Так, вообще не жалуюсь, классная моя основная трешка, даже мне она понравилась больше, чем Ган 15. Ну и далеко не отходя от кассы, я немного упомяну, такая небольшая предыстория. Я участвовала лишь на одних соревнованиях пока что в своей жизни, это был Барнаул Open 2021, тогда я участвовала в 3 дисциплинах, это 3 на 3, 2 на 2 и скьюб. Соответственно, эти дисциплины мне нужно перебить, а другие дисциплины, ну, просто сделать лучше. Ну, сейчас тоже об этом скажу. Итак, трешку мне нужно сделать SAP 15, тут, ну, как ни крути, нужно постараться. Двушку мне нужно, ну, наверное, где-то залезть в 5 секунд, ну, SAP 6 сделать. А скьюб, вот я не знаю насчет скьюба, кстати. Почему-то у меня по нему очень плохие результаты сравнительно даже вот с этими. Не знаю, как я тогда раньше собирала, но сейчас я просто туплю на каждой сборке. У меня очень плохо все получается. Буду это исправлять как-то, ну, возможно, забью. Делаю упор на другие дисциплины, ну, в общем, посмотрим. Итак, двушка, по ней я уже сказала, надо сделать SAP 6 примерно, по трешке SAP 15 нужно прям вот железно поставить, АВГ 5, 4 на 4 хочу сделать какой-нибудь сингл SAP минута, но в целом залезть просто по среднему времени, наверное, в минуту 30, ну, это будет, наверное, несложно, но все же вот такие пока результаты для себя ставлю, точнее цели. 5 на 5, ну, сделать, наверное, меньше 3 минут, где-то 2,5-3 минуты будет для меня уже просто шик. Скьюб, не знаю, наверное, 12 секунд будет достаточно. Пиру хочется сделать, SAP 10 секунд. Очень хочется, поэтому буду тренироваться. Ну и клок, блин, не знаю, на самом деле, 30 секунд, наверное, ставлю. ВГ5, посмотрим, что будет. Ну и теперь кратко про фронт работ, который предстоит мне, значит, сделать. По трешке, в принципе, я знаю весь Фридрих, поэтому просто нужно ее тренить, чтобы не терять свой стабильный SAP 15. Двушка тоже, я не буду никакие учить новые методы, там, типа CLL, или как он называется. В общем, где очень много алгоритмов, я собираю методом Артега, и мне этого пока достаточно. Просто тренить, чтобы был стабильный SAP 6. 4 на 4 собираю методом Яо.
Тоже ничего не буду нового учить, как бы паритеты я помню, и больше ничего не надо, просто тренить и еще раз тренить. 5 на 5, вот тут вообще песня. Я не помню паритет ребер, который выпадает вот в последнем самом этапе, поэтому там очень длинная формула, вы знаете по-любому, поэтому мне нужно будет ее вспомнить, и после этого уже просто тренить эту дисциплину, и все, я на нее не буду ничего возлагать, просто... Скьюб я здесь даже не знаю, что сказать. Ну, наверное, тоже просто тренить. Возможно, выучить... Точно, я хотела выучить всякие там штуки в последних этапах перестановки нескольких центров одним алгоритмом, чтобы я не делала это... Ну, то есть, как я делаю сейчас. У меня есть один алгоритм, пиф-паф, делаю пиф-паф, и тогда куб собирается. Но это все делается так, что ты пиф-пафами решаешь одну ситуацию, потом другую ситуацию, а можно решить это все одним алгоритмом, соответственно, уменьшить свое среднее время. И этим я займусь в ближайшую неделю, и надеюсь, у меня время получится гораздо меньше. Пирамидка. Здесь мне нужно вспомнить одну формулу. Сейчас я попробую ее сделать. Вот, две формулы такие вот есть зеркальные, по-любому вы шарите за них. Я на них не помню алгоритма, поэтому я делаю просто вот какой-то алгоритм, выпадают вот эти вот глазки, и я выполняю эти глазки. То есть, опять же, два алгоритма использую вместо того, чтобы делать один. Тоже мне нужно будет их выучить, это несложно, там всего лишь две формулы, что там запоминать-то. Ну и клок. Здесь я ничего нового не буду для себя учить, потому что и так предстоит очень много всего выучить, поэтому я не буду забивать себе лишний раз голову, чтобы у меня не было никакой каши, потому что соревнования уже совсем скоро, а нужно столько всего запомнить. Поэтому я тоже буду просто тренить эту дисциплину, ну и посмотрим. Наверное, 30 секунд все-таки сделаю. Еще, ребятки, также вам хотела сказать о том, что канал скоро достигнет целых 30 тысяч подписчиков, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте об этом видео своим друзьям. Ну и давайте продвигать такой вид спорта, как спидкубинг, в массы. Первый день тренировок был достаточно легкий. Я поставила себе цель выучить те два алгоритма на пирамидке, которые забыла. Это было сделать достаточно легко, потому что они сами по себе простые, и это не заняло много времени. Я их быстренько отработала до автоматизма, и теперь все, эта проблема решена. Ну и также я выучила паритет для биг-кубов на ребрах. Эта задача была немного сложнее, но все же я ее осилила. Это заняло у меня примерно 20 минут на отработку и запоминание всех движений. И, собственно, теперь я владею этим паритетом снова и могу решать кубы от 5 на 5 и больше. А также в первый день я просто потренила все дисциплины понемногу каждую. Получается, первый день у меня был такой разгрузочный, в котором я поставила для себя цели на предстоящие тренировочные дни, узнала свои слабые стороны, какие головоломки мне нужно тренировать больше и так далее. Но в целом день выдался продуктивным. Доброе утро, страна. Что это за параша? На часах уже 10 утра, и пора начинать тренироваться. Я сегодня думаю потренить пиру 4 на 4, ну а там дальше как пойдет. Не знаю, будет ли желание тренировать какие-то другие дисциплины. Вот конкретно сегодня я хотела бы потренить пиру и 4 на 4. Посмотрим, что будет дальше. Знаете, я тут так подумала, вроде бы как до соревнований еще немало дней. Я взяла 7 дней в оборот, но на самом деле до соревнований немного больше. Почему 7? Потому что в связи вот с этими вот... Все-таки я поеду на соревнования в другую страну. Это очень долгий переезд. Он займет практически... наверное, 2 дня он займет. Поэтому в это время я, скорее всего, не буду упорно тренироваться, как это могу позволить себе дома. Поэтому я взяла 7 дней. И вот я подумала, можно же что-то выучить. Например, CLL для 2 на 2 или Keyhole для пирамидки. Может, вообще какой-нибудь продвинутый метод для клока. Хотя в CLL так много алгоритмов. Но с другой стороны, мне лень. Также я придерживаюсь той мысли, что когда я буду сидеть на соревнованиях, там будет присутствовать и волнение, и страх, и все на свете. Многие факторы могут на это повлиять, а у меня в голове будет каша с новыми, только выученными алгоритмами, поэтому я могу, там, не знаю, запаниковать, забыть просто алгоритм и запороть свою сборку. У меня просто так было уже на предыдущих соревнованиях, поэтому я знаю, о чем говорю. Поэтому, если я что-то и буду учить, то это, скорее всего, будет тот метод, где мало алгоритмов. В этот день я не учила ничего нового, я просто собирала головоломки, и вот результаты моих сборок. Если кому-то интересно, можете поставить на паузу и изучить. А также я побила свой рекорд по сборке пирамидки, и вот такая получилась и конструкция.
Итак, дорогие товарищи, сегодня у нас 3-й день, да? Да. Я начала учить метод Keyhole. Я вам скажу, это легко, на самом деле это легко, да. В нем гораздо меньше алгоритмов, там... куда поставить? Гораздо меньше алгоритмов, чем в том методе, которым я собирала до этого. Это был обычный новичковый метод. Там и меньше алгоритмов, и меньше этапов, соответственно, в перспективе можно собирать за гораздо меньшее время. Но я собрала сейчас вот на время первую сборку этим методом. Максимально долго это все получается. Понятное дело, я пока к нему не привыкла, поскольку я привыкла к новичковому своему методу, и у меня им получается собирать за такое вот время, то есть как бы и неплохо. А вот только свежевыученным каким-то для себя новым методом я собираю пока за 20 секунд. Но это, конечно, очень долго. Необходимо сделать этим методом порядка, наверное, 200 сборок, прежде чем я к нему привыкну и буду собирать уже гораздо быстрее. Поэтому сегодня я займусь, наверное, конкретно пирамидкой. Ну, поскольку уже сейчас идет вторая половина дня, я хочу еще сказать о том, что я пособирала сегодня очень много 2 на 4 на 4. Поэтому пособираю, пока им. И в конце дня запишу для вас отдельный фрагмент со своими результатами. А возможно, не сегодня, а завтра расскажу о своих результатах. Потому что мало ли... Да, сегодня ничего не выйдет нормального. Возможно, кстати, потом я еще займусь клоком. Почему бы и нет? Если там какие-нибудь есть легкие способы, как можно улучшить и ускорить свои сборки. Кстати говоря, почему я вообще забыла об этом вчера? Канал преодолел отметку в целых 30 тысяч подписчиков. Отпраздновать нечем. Все деньги, которые я имею сейчас, пойдут на поездку, на билеты, на проживание и, собственно... 4-й день я не снимала. Там особо ничего и не было интересного, так скажем. Я просто тренировала все дисциплины понемногу, сделала упор на пирамидку, чтобы отработать свой кейхол. И все как бы вот такая вот я ленивая жопа. Ох, ребята. Как вы понимаете, вчера я не сняла для вас абсолютно ничего. Но это не значит, что я не тренировалась. Сейчас я вам покажу. Первое, кстати, потренила методом Keyhole. У меня там что-то 100 с чем-то сборок вышло. И, знаете, я до сих пор к нему не привыкла. И порой, когда какие-то ситуации оптимальные появляются, то я собираю либо кейхолом, либо как-то своим новичковым методом комбинирую это, в общем, в каждой сборке. И тогда у меня время получается хорошее, саб 10 секунд стабильно. А если я собираю только кейхолом, то у меня получается где-то 21 секунда, 18 секунд. Ну, короче... Такое время на соревнованиях, особенно для меня, не пойдет. Ну и еще вчера я потренила куб 4 на 4, достаточно много пособирала. И вот такие вот результаты у меня получились. Очень часто начало получаться собирать за саб-минуту, это меня радует. Потому что я хочу собрать на соревнованиях хотя бы одну какую-то сборку саб-минуты. Поэтому я как будто бы приближаюсь к этой своей цели потихонечку. Ну и также я вчера еще потренила немного клока. В принципе, вот эти вот 30 секунд, на которые я надеюсь, я думаю, я... так и сделаю на соревнованиях. Ни лучше, ни хуже. Ну и особо планов на сегодня нет. Просто потренить 5 на 5 усиленно, да и остальные головоломки как-то еще потреню немножко. И пока хватит. Это я просто тренирую 5 на 5, и там потом еще дальше будет 3 на 3, но это не самое главное. Что я хотела показать вам, так это, когда я снимала этот фрагмент, мои соседи делали ремонт в своей квартире, и можете послушать, как звучит дрель в ускоренном на 9,2х формате. Ой, я сейчас, я сижу на полу, если что. Я сейчас сделала превью. Это просто угар, ребят. Задумка была какова? Что я типа как Шива, у меня много рук, вот так вот. И я держу разные головоломки в каждом кадре. Не знаю, как справится человек, который мне делает обычно превью. Сейчас вам поближе покажу. Вот такие вот кадры получаются. Прекрасные. Вы только посмотрите вот здесь вот на мое лицо, боже. Что со мной? Но есть еще другая задумка, где я, типа, сижу за столом. Какой-нибудь такой ракурс, и, типа, тут лежат головоломки, я такая из-за стола выглядываю. Ну, короче, я не знаю, какая у меня превью по итогу выйдет, какую я для себя потом выберу.
Посмотрим. Кстати, ребят, хотела с вами поговорить на вот такую вот тему. Секундочку, сейчас я вас поставлю. Там кубы еще валяются на полу, ну это ладно. В общем, кто-то однажды мне написал в комментариях, точнее под постом в сообществе YouTube: можешь снимать свою жизнь, нам было бы интересно посмотреть. Вот я хотела у вас узнать, действительно ли интересно смотреть на мою обычную жизнь, то есть, которая, возможно, даже не связана со спидкубингом, потому что, я человек разносторонний, достаточно. И занимаюсь не только головоломками, то есть у меня есть хобби. Я хожу в спортивный зал, допустим, часто. Люблю поиграть в баскетбол, катаюсь на скейте и так далее, там даже вязанием занимаюсь иногда. Читаю книжки, как вы можете судить, вот этой вот импровизированной полки. И такой вот к вам возник, поэтому у меня вопрос. То, что у меня всегда была такая некая мечта, когда я только завела свой блог, так скажем, я не знаю. В общем, когда я начала вести YouTube-канал, TikTok, Instagram, Telegram. Подписывайтесь, кстати, на все соцсети. У меня была всегда мечта быть интересной как личность в первую очередь, а не то, чем я занимаюсь. Потому что YouTube-канал, допустим, да и все соцсети, в принципе, я завела в первую очередь основанные на моем занятии, моем увлечении, это спидкубинг. И поэтому в ТикТоке, допустим, шутки, какие-то мемчики, они все связаны на головоломках. YouTube вот конкретно вы смотрите, и он посвящен в основном головоломкам, обзоры, обучалки, какие-то челленджи. Иногда что-то даже влоги какие-то выходили у меня. Поэтому да, вот такой вот вопрос остается открытым, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, и я все их с удовольствием перечитаю. Потом я решила отсобирать каждую выбранную мною дисциплину на предстоящих соревнованиях по 5 попыток. Симпровизировала такие некие домашние соревнования у себя. Тут идет первая попытка из 5, где я собираю пирамидку. Кстати говоря, пира меня в этот раз порадовала. 7,88 достаточно неплохо для меня. Тут уже идет вторая попытка, которая тоже получилась очень хорошей. Да и в целом все оставшиеся сборки пирамидки, такой небольшой спойлер, получились за саб 10 в среднем, как я и планировала. Остается главное не разволноваться на соревнованиях и также хорошо отсобирать там. Но я думаю, у меня все получится, просто нужно отогнать лишние мысли из головы. Тут уже пошла трешка, напомню, что я собираюсь сделать на соревнованиях САП 15, поэтому и дома мне нужно стабильно собирать за САП 15. Я каждый день треню 3 на 3, и у меня, в принципе, все выходит как надо. Ну вот и остается последняя попыточка. Что-то мне здесь не понравилось, хотя я отсобирала за САП 15, как и планировала, не знаю, что это я. Потом пошла двушка, тоже все сборки получились достаточно удачными. Хотя на какой-то попытке у меня получилось так, что не было ни одного рядом поставленного блока, и я даже на секунду растерялась, но все-таки получилось у меня собрать достойно, поэтому по поводу двушки особо переживать мне не нужно. Ой, ну и моя любимая в кавычках дисциплина скилл. Что-то в последнее время мне вообще не нравится эта дисциплина, мне даже не хочется ее тренировать, просто даже брать в руки эту головоломку не хочется. У меня какое-то отвращение к ней появилось, я не знаю почему. Но хотя отсобирала я достаточно неплохо, за исключением там, по-моему, последней попытки, но все же среднее время получилось нормальным. Где-то 13 с лишним секунд, что ли. Клок я вообще, на свое удивление, отсобирала очень хорошо. Даже не САП 30, на который рассчитывала, а за САП 22 у меня получилось. То есть лучшая попытка вышла 20 секунд, а худшая 22. То есть разброса даже такого сильного нету, все в пределах 20-25 секунд получается. Теперь мы подобрались к 4 на 4, и в последнее время, я вам скажу, это моя любимая дисциплина. И первую попытку у меня даже получилось собрать на камеру САП минута. Вот я показываю. Оставшиеся 4 попытки тоже были достаточно достойными. Самая худшая вышла минуту 19. Я считаю, это прям очень хорошо. И по среднему времени я же рассчитываю собрать примерно за минуту 30, а у меня в этот раз получилось минута 0,4. Прям я рада. Ну и последняя дисциплина 5 на 5, вот как раз таки она меня не очень порадовала, потому что в моих целях я хочу собрать за 2 минуты с половиной, а у меня вышло среднее время в этот раз 2 минуты 41 секунда. Как бы и неплохо с одной стороны, но с другой стороны надо еще больше делать упор на эту дисциплину конкретно. Во-первых, я хочу сказать о том, что я не снимала последний 7-й день этого так называемого челленджа, моей подготовки к соревнованиям, потому что я не хотела вас утомлять ежедневной вот этой нудной, одинаковой рутиной, которую я выполняла и показывала вам на камеру. Поэтому я просто не показала то, чем занималась, хотя занималась я абсолютно тем же, что и остальные 7 дней. Сегодня 28 мая, мы проснулись в 5 утра. Сейчас.
Да, трэш, конечно. Для того, чтобы сесть на автобус и доехать до Новосибирска. Потому что наше путешествие начинается. Это похоже на LA, как у них горит. Мяу-мяу, писы-писы. Ну нахер. Погода, кстати говоря, вообще ужасная. Я хоть и сибирячка, родилась в Сибири и живу в ней всю свою жизнь, но каждый раз, как впервые, удивляюсь к концу мая. По погоде как будто бы случается биполярка. В середине мая, как правило, начинается очень жаркая погода, когда ты ходишь в шортах, я не знаю, в майке, и тебе прям очень-очень жарко. А последние несколько дней мая тебе хочется просто одеть обратно свой пуховик и не вылезать из него. Вот и сегодня примерно такая погода. Плюс 3 градуса, кстати. Мы уже находимся в городе Новосибирск, и через пару часов у нас будет поезд, который довезет нас прямиком до Алматы. Следом будут соревнования, так что ждите обязательно на канале влог с соревнований, он будет обязательно, потому что грех ехать на соревнования и не снять влог. Так вот, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новом видео.